Приветствую вас на канале Техревизор. В этом рейтинге рассмотрим лучшие мониторы от Acer. Я отобрал 5 моделей под разный бюджет и задачи. Есть участники на 24 дюйма с базовым качеством картинки под рабочие и домашние задачи. Есть более навороченные игровые модели на 27 дюймов с высокой частотой обновления и быстрой IPS-матрицей. А есть и нестандартные широкоформатные мониторы на 34 дюйма для удобной работы с несколькими открытыми приложениями одновременно. В общем, я постарался отобрать мониторы, которые закроют потребности большинства пользователей. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость моделей из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров и рейтингов. Ну а теперь приступим. Начну с Acer Nitro KG242YPB. Это самый доступный монитор в рейтинге. На момент публикации видео его цена держится в районе 15 тысяч рублей. У него 24-дюймовый экран с IPS-матрицей и разрешением 1920 на 1080, стандартные и универсальные параметры для тех, кто хочет комфортно играть или работать на недорогом компьютере. Частота обновления 144 Гц. Вот это уже поприятнее для глаз будет. Особенно в шутерах или гонках, где важна скорость реакции. Если пересесть на такой экран после 60 Гц, то разница будет капитальной. Движения станут плавными, а картинка более четкой. Только вот глубина цвета 6 бит не подойдет тем, кто планирует заниматься цветокором или графическим дизайном, так как получается неподходящая цветопередача. Но для игр, просмотра фильмов, скроллинга соцсетей этого более чем достаточно. Для большей плавности поддерживается FreeSync, он помогает избавиться от разрывов кадров. И даже HDR есть, но только не полноценный, а программный. Поэтому эффекта от него толком никакого. По внешней части монитор не сильно похож на офисный, дизайн все-таки поинтереснее. Но суть, конечно, в функциональности. На задней панели для подключения монитора есть 2 HDMI и 1 DisplayPort. Так как в DisplayPort вы можете подключить монитор, а к монитору еще и ноутбук. Из минусов ножка у монитора фиксированная, без регулировки по высоте и всего остального. Если хочется настроить экран под себя, придется либо изобретать подставку, либо использовать крепление веса с кронштейном 100 на 100 мм. Ну и для тех, кто в бюджетном сегменте хочет найти 27-дюймовый монитор, могу посоветовать Acer KG272M. Он практически идентичен KG242Y, но диагональ побольше, а разрешение, функции и матрица почти одинаковые. На 4-м месте стоит Acer EB321HQUC. Его диагональ 32 дюйма, на ней растянуто 2К разрешение, вполне подходит для работы, фильмов и игр. Такой размер экрана удобно использовать даже в офисных задачах. Можно открыть 2 вкладки рядом и не щуриться, разглядывая мелкий текст. Но, конечно, на 32 дюймах 4К разрешение смотрится куда детализированнее. 2К же все-таки дает плотность пониже. Картинка строится на IPS-матрице с хорошей цветопередачей и углами обзора. Если смотреть фильм вдвоем или втроем, никто не останется с блеклым изображением. Глубина цвета 8 бит. Это уже лучше, чем 6 бит у некоторых бюджетных мониторов, но для серьезной работы с графикой вариант все-таки не идеальный. А вот для любительской или начальной обработки и цветокоррекции подойдет. Частота обновления тут всего 60 Гц, поэтому любителям динамичных шутеров и гонок плавности не хватит. Хотя если вы больше любите стратегии, RPG или просто работаете с документами и смотрите сериалы, большой нужды в 144 Гц вовсе нет. А там уж, конечно, больше по желанию. Кому-то и вордовские документы хочется листать в 180 FPS. Внешний монитор не сказать, что выглядит очень современно. Его как будто старит форма подставки и не самые тонкие рамки, но это вкусовщина. Да и за такие деньги самую свежую модель все равно не найти. По подключению все отлично, есть DisplayPort, HDMI и даже VGA, редкость для современных мониторов, но полезная вещь для тех, у кого старый ноутбук или ПК. Монитор можно крепить на стену с помощью веса 100 на 100, а еще у него есть регулировка подставки по высоте. На 3-е место поставил Acer Nitro XV345CUR-V3. Это большой, быстрый и универсальный монитор для игры и работы. С диагональю 34 дюйма и соотношением сторон 21:9 он отлично подходит для игр, работы с несколькими окнами и монтажа видео. За качество изображения отвечает VA-матрица с разрешением 3440 на 1440.
На такой диагонали получается четкая картинка без мыла с более глубоким черным цветом и хорошей контрастностью, если сравнивать с IPS-матрицей. Это значит, что в темных сценах игр вы будете видеть детали, которые на IPS могут сливаться и быть не такими насыщенными. Вообще, для большего эффекта тут еще сделали HDR, но толку от него немного, монитору просто не хватает запаса яркости, чтобы добавить картинке натуральности и объема. Из минусов стандартные особенности недорогой VA-матрицы, слабые углы обзора для просмотра фильмов большой компанией, а при резких движениях бывают заметны остаточные темные шлейфы. Ну и впрочем, если у вас нет опыта использования топовых мониторов на дорогих матрицах без единого изъяна, то никакие артефакты вам не будут мозолить глаза. Из положительного для геймеров сюда подвезли частоту 180 Гц. Плавность движения на высоте, особенно если видеокарта может выдать стабильный FPS. Ну и FreeSync все-таки помогает избежать разрывов, так что не будет эффекта рваного изображения. Подключение богатое, на задней панели DisplayPort, HDMI, пара USB-A и даже USB-C. Можно подключать всякие приблуды и не тянуться к системнику. Еще монитор можно регулировать по высоте, наклонять и даже поворачивать в стороны, что редкость для таких больших моделей при небольшой цене. Так что в плане внешнего вида монитор не такой красивый, но функциональный. На второе место поставил Acer Vera CB343CUR. Это тоже широкоформатный монитор с соотношением сторон 21 к 9, но в основном для рабочих или домашних задач. Под игры не подойдет просто потому, что максимальная частота обновления всего 60 Гц. Хотя тут уж кому что подавай. Некоторым пользователям для игр больше не надо, так что смотрите сами. Главное отличие этого Acer Vera от большинства других широкоформатников – слегка изогнутая IPS-матрица. Обычно 34-дюймовые мониторы идут на VA. Тут же в нашем распоряжении приличная IPS-матрица на 8 бит. Это позволяет выводить до 1 миллиарда оттенков, так что работать с графикой или смотреть фильмы будет достаточно для глаз. Единственное, конечно, засветы никто не отменял. На черном цвете в темной комнате будет видно, как светится подсветка, но в повседневном использовании в глаза это не бросается. Также дополнительно монитор поддерживает HDR, но без высокой пиковой яркости эффект будет скорее косметическим, тут тоже без похвалы. А вот с разъемами для подключения тут порядок. Есть DisplayPort, пара HDMI, 3 USB-A для периферии и USB-C, который можно использовать для зарядки ноутбука и передачи изображения одновременно. Удобно получается, с проводами меньше возиться. По эргономике в целом тоже все хорошо. Есть регулировка по высоте и поворот вправо-влево. Ну еще встроенные динамики выделю, они тут достаточно приличные на 7 Вт. А то обычно на 2, 3 или 5, это совсем уж не очень. А вот с этими уже гораздо приятнее и созвониться, и просто видео посмотреть. Лидером рейтинга стал Acer XB273UV3. Этот монитор можно назвать универсальным по всем фронтам. Он подойдет и совсем новичкам, которые только хотят купить первый хороший монитор, имея в кармане средний бюджет. И также его могут рассмотреть более опытные пользователи, которые уже имели бюджетный монитор и теперь хотят обновиться до чего-то поприличнее, понимая, что к чему. Монитор не самый дорогой, скорее из среднего сегмента. Хорош он как просто для гейминга, просмотра фильмов, скроллинга соцсетей, так и для работы с офисными приложениями, графикой, цветом, монтажом и всем остальным, что требует хорошей цветопередачи. Картинка строится на 27-дюймовой панели с IPS-матрицей в 2К разрешении. Максимальная частота обновления 180 Гц, это если брать подключение по DisplayPort. Если подключить монитор по HDMI, доступно будет только 144 Гц, но не суть, это уже детали. Главное, что этот монитор очень качественно откалиброван с завода. 8-битная матрица точно передает цвета прямо из коробки. Нет шлейфов, засветы минимальные, контрастность высокая, ну прям хорошо получилось. Внешне моник тоже хорош, выглядит футуристично за счет такой формы подставки. Для удобства регулировка по высоте, поворот вправо-влево и даже портретный режим с полностью вертикальной установкой экрана. Также имеется богатый набор разъемов. Из базовых пара HDMI и один DisplayPort. Дополнительно на задней панели есть два USB-A 3.0 и еще сбоку монитора парочка таких же. Так что можно подключать периферию и накопители куда удобно. По итогу, Acer XB273UV – это про универсальность, качественную картинку с точной цветопередачей, сбалансированное разрешение, продуманную эргономику и, главное, за адекватные деньги. На этом мой рейтинг подошел к концу.
Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.